Привет. Нас накрыла зима. Теперь уже всерьез и надолго, но видео не об этом. Это первые впечатления от езды на лунтике. Абу, и я добавлю от себя. Если так случилось, что вы еще не видели предыдущую серию, то бегом по ссылке в описании, а потом уже возвращайтесь сюда. Там про характеристики, внешний вид и, конечно, качество сборки. Лунтик собрали на зимней резине, но планы срочно кататься немного сорвались. Покрышка терла крыло, а пищалка почему-то перестала работать. Я хотел дождаться, когда все приведут в порядок, но в сервисе случилась массовая пандемия, меня кормили завтраками, поэтому рассказывать придется о том, что есть. Абу выехал в первый же день, тогда на дорогах было еще сыро. Правда, съемок этой поездки, увы, нет. Также у нас есть пара отзывов от Димы и Алекса в шорт-варианте. Они успели немного проехать по сухому. А я же, как обычно, все протормозил, и выезд получился уже в снег. Зато я смог доехать до леса. Ездить же на постоянку с трущейся покрышкой желаний немного, да и на дворе не месяц май. Стояли крепкие морозы. А сначала мнение Абу. Всем привет, меня зовут Абу. Наконец-то после техноблога мне Лункса собрали, я уже успел покататься, мне очень понравилось алгоритму поведения, как он меня в горочку затянул, это просто что-то с чем-то, тяга просто колоссальная. Сейчас для меня он лично является топ-1 по тяге. Паттерн хорош, но Лункс просто превзошел себя. Поведение колеса, масса, просто максимально универсальное колесо. Хотите бездорожье? Нате вам, берите. Хотите погонять по городу, по дорогам? Пожалуйста. Подвеска идеально работает. Также меня обрадовала сама сборка качества материалов и само колесо, то есть по развесовке. В ногах очень легким ощущается колесо. Эти 40 килограмм не ощущается вообще. Кажется, как будто 30-килограммовое колесо, так как поведение колеса, алгоритмы поменялись. То есть они стали гораздо мощнее. Тут стоит тяговый двигатель, и данное колесо себя просто показывает идеальным универсальным колесом. Я на данный момент являюсь владельцем двух устройств, самых мощных, которые являются на рынке: Veteran Sherman S и Bigot EX30. По сравнению с этими моделями, Veteran Lynx является более тяговым и скоростной моделью, хоть и аккумулятор меньше, так как там вольтаж больше. И само колесо в ногах ощущается гораздо лучше, чем эти две модели. Также мне очень понравилась телескопическая ручка, им очень легко управлять, хоть она сзади расположена, но это ему не мешает. Рукоятка сама по себе большая и удобно хвататься. Привет, Майя. Veteran Lynx мне не понравился только одним, тем, что у него база маленькая и подушки приклеить к нему это вот нужно постараться, так как не хватает лично для моих подушек. Это Shark Pads, они еще печатные, на них очень плохо клеятся, требуется какую-то сделать панель, чтобы увеличить площадь приклеивания, потому что она нестандартная, а нога встает на педали. И мне очень сильно не хватало данных панелей, например, по сравнению с тем же Sherman S, либо Bigot EX30. Педали полная шляпа. Просто отвратительно. Veteran Lynx мне не понравился только одним. Я не знаю, что еще сказать. Это нужно было что-то съесть, чтобы такие педали придумать. Хуже только педали от Kingsong, от InMotion, вот эти литые. Конкретно плохо зацеп. Шипы вообще в ногах не ощущаются. Какую я бы обувь не надевал. Плоскую, не плоскую, там с протектором. Он все скользит на этой поверхности. Не хватает самих шипов, не хватает площади именно для шипов, там, если захотели там дополнительно добавить, например, да, не хватало мне еще угла самого наклона педали, то есть регулировки, то есть он сам по себе так стандартно неплох, но было бы идеально, если бы он регулировался, то есть как у Gotwave, можно подкрутить винт, и он становится чуть выше углом, то есть это, например, для бездорожья очень классное поведение, и также по анатомии у вас, когда угол педали чуть-чуть задранный, у вас ноги обхватывает колесо просто потому, что вы на нем стоите. А когда у вас ровные педали, вы на него встаете, вам все время нужно зажимать колесо, прям физически это дискомфортно становится, и вы быстро устаете. Фара очень классно по сравнению с тем же Sherman S, она более рассеивает само пятно, получается, света, и она очень приятного яркого света, приятный оттенок. Хоть она слепит, но лучше вас видят, чем вы не будете ничего видеть. Ребят, кто заказал или хочет 70-й LBS сам амортизатор, имейте в виду, они начинаются от 100 килограмм и более. Они очень жесткие, потому что я вешу 80 килограмм, попробовал 66-й, и для меня уже жесткий. Просто мне становится дискомфортно, хоть он на самую мягкость открученный.
Каждый амортизатор имеет диапазон, например, возьмем 62-й, да, он начинается от 60 кг вплоть до 80 до 90 кг. 66-й же начинается там от 80 до 100 кг, грубо говоря. То есть, ну, примерно так, понимаете, по жесткости. Потому что те люди, которые заявляют, где-то он пробивается, либо что-то еще, не стоит верить, потому что вы будете в основном кататься по дорогам. Если хотите именно скакать, я не знаю, как кузнечик, да, возможно, стоит брать с запасом. Но на постоянной основе, катаясь, вы подвеску во всей красе не почувствуете, потому что он и правда жесткий. У меня стоит на Sherman S 62-й амортизатор. Там вот просто настолько детально, приятно отрабатывать. Можно, грубо говорить, вот прикалываться. Я облачко, ну просто прикалываться, потому что он все отрабатывает приятнее, гораздо мягче. Да, были моменты, 40-сантиметрового там бордюра спрыгивал и мог пробить, но это нужно было прям, ну, вдавить, не разгружая свой вес. А если вы разгружаете и умеете как бы умелый райдер, то этого вам с головой будет хватать, и также амортизатор будет хорошо работать. Так что, ребят, не слушайте тех людей, которые вам говорят то, что все пробивается, на ходу будет ехать пробиваться, или либо что-то такого рода. Каждый амортизатор регулируется также по весу и по подаче масла. Это сильно влияет, потому что индивидуально можно настроить. Имейте это в виду. И да, хотел бы сказать про брызговик заводской. Его не хватает. Если будете кататься по дождю, либо зимой, имейте в виду то, что у вас сзади будет все грязно. Нужно что-нибудь приколхозить. Я люблю просто кататься в любую непогоду, неважно, снег, слякоть, ливень, я не смотрю на непогоду. И да, насчет покрышки. После техноблога мы поставили более жирную покрышку, зимнюю, 80/100, и данная покрышка начала тереть крыло. Только верхнее основание. Боковые части там еще есть место, так что не беспокойтесь. Как решить данную проблему, мы еще не знаем. Может, в серийных образцах исправят это, сделают побольше и выше арку. Касаемо заводского предложения, настроек Smart BMS мне очень понравилось. Можно просто в режиме онлайн следить за BMS-ками, за каждой ячейкой, насколько она заряжена. Теперь жесткость педали регулируется в процентах. Можно индивидуально под себя настроить. В других моделях же было только 3 режима. Мне еще понравилось кататься сидя, так как колесо выше Sherman S. Посадка более удобная, и также сама площадка, чтобы присесть, она пошире будет, чем на Sherman S. У Veteran Lynx нету острых граней, ничего не впивается в ногу, мне очень понравилось по анатомии. То есть колесо более чем оправдало мои ожидания. Коротко резюмирую, данное колесо будет хитом 2024 года, я в этом уверен. Всем райдерам желаю безветренной погоды, лучшего зацепа на дороге и также поменьше бабушек. Всем удачи, всем пока. Не судите строго, это искренний эмоциональный отзыв как есть. А чтобы мнение было полным и законченным, надо, конечно, накатать на лунтике хотя бы тысячонку в различных сценариях. Собственно, я тоже выехал лишь один раз, и сравнение свое хотел построить на непосредственном сравнении с батоном. То есть идея моя состояла в том, чтобы сначала откатать маршрут на батоне, а затем там же проехать на лунтике. В лесу почва промерзла, проблем ехать вроде бы нет, но, к сожалению, замерзли также и следы от обуви любителей скандинавской ходьбы в грязи, и замерзли колеи от велосипедов. А торчащие корни деревьев потеряли зацеп на морозе. Поездка на батоне была далека от сентябрьских покатушек, хотя снега было совсем немного. Пришлось осторожничать и перестраховываться. Вторая проблема – на морозе моментально села GoPro-шка, поэтому, увы, съемок получилось немного. Приезду в офис из леса поставил на зарядку GoPro-шку и, оказавшись подсевшим, лунтик. Пришлось потерять на этом некоторое время, и пошел снег. МКАД встал в пробку. Не мне рассказывать, как такой снегопад парализует движение в городе, но от этого двигаться на колесе особый кайф. Когда ты едешь в стороне от дорог, наслаждаешься снегом и сумерками в лесу. Покрышки. Я несколько разочарован SN12, потому что я поскользнулся в первом же повороте, хотя на дороге не было ни льда, ни снега, просто влажное что-то из смеси реагентов и талого снега. По крайней мере, встав на ноги, и намека не было на то, чтобы поскользнуться. Абу, конечно, сразу заметил, что покрышка накачана в дуб, а надо бы спустить. Но я знаю, насколько сильно меняет поведение колеса под спущенной резиной, хотел проехаться на давлении, сравнимом с батоновским.
Со сцеплением у меня были явные проблемы даже на асфальте, поэтому оценивать как-то динамику колеса было бессмысленно, какие там горки и прочее. Тем не менее, даже на относительно плавном разгоне и торможении я сразу отметил полное сходство с Батоном. Если на Шманси или S22 Pro надо давить в подушки даже на плавном разгоне, и чтобы потом просто держать скорость, то Лунтик уверенно ускоряется лишь от легкого касания в передние упоры. Упоры, кстати, поставил те же, что стояли на Батоне. Это китайские упоры, которые прислал ветеран вместе с тестовым Батоном. Они дубовые, неудобные, но в наколенниках терпимы, я привык. Хотя на том же Шманси или S22 Pro эти же упоры даже через наколенники очень приятно давили в голень. Ребята предлагали шарк-пац, но ехать валять колесо с новыми шарками я не захотел. Кроме того, я уже привык к этим деревянным батоновским упорам, поэтому подумал, что на них будет лучше для чистоты сравнения. Алгоритм поведения Лунтика полностью повторяет Батон. Такая же небольшая задержка на любое действие, а затем стабильный подхват. Очень легко ускоряться и довольно легко тормозить. Через 2 минуты даже забываешь, что едешь не на Батоне. Ширина та же, к граням Батона я привык, мне они и там не давят. Съезд с лестницы полностью повторяет Батон, получаем такую же раскачку корпуса вперед-назад. Хотя в целом, наверное, за счет диаметра колесо качает чуточку меньше. Но раскачка никуда не делась. В чате ветеранов почему-то эту раскачку и особенности алгоритмов не замечают, но она есть, ее видно даже на видео. Для меня эта особенность очевидна, потому что я-то пересел на ветеранский Кингсонг, да и на Батоне я ездил, чередуя его периодически с S22 Pro. У меня был даже грандиозный план сравнения с 22 Pro и ветеран Паттон. Но теперь сюда же еще ворвался Lynx, поэтому даже не знаю, смогу ли я выпустить видео сравнения или нет. Я не скажу, что алгоритм ветерана это минус, это просто такая особенность, и к ней тоже надо привыкать. Мне очень понравилось на Лунтике. Да, отличие в габаритах все же ощущалось. Лунтик самую малость задумчивее Батона, но это вопрос на 5 минут езды, и про это забываешь. Но меня удивили педали. На Батоне они не очень, но я просто встал на Лунтика, и у меня нога при первой же попытке немного навалиться на переднюю упору соскользнула назад. У меня такого не было даже на S22 Pro. Возможно, так повлиял холод, возможно, я немного обнаглел и стал более интенсивно давить на колесо. Но на Батоне у меня этого тоже не было. И позже я еще раз внимательно попробовал на Батоне, и нет, там нога у меня не проскальзывает. Что-то не так с шипами или с расположением. С другой стороны, передние упоры на Лунтике опускаются ниже, чем на нашем тестовом Батоне, и можно обеспечить очень плотное встегивание в педали. Я полностью привык к упорам на Батоне, но жестко фиксировать ногу на Лунтике не стал, страшновато. Упорчики классные, регулируемые, они стали даже мягче. А еще, в отличие от Батона, их можно снять отдельно от бамперов. Да, там остаются некрасивые отверстия, но их можно, наверное, чем-то заделать. Пружины. На нашем Лунтике стоят 66-е пружины, и мне это не понравилось. Слишком уж они жесткие. Мой вес с рюкзаком, точно не меньше 90 кг. На Батоне стоят 62-е, при этом на Батоне еще и ход подвески меньше, что приводит к частым пробоям. Но все равно я не хочу менять на 66-е, именно потому что я потеряю в мягкости и комфорте. Если на 62-х Батон отрабатывает кочку практически не отдавая ее в ноги, то на Лунтике эта же кочка заметно пролетает ноги, хочет тебя подбросить. Особенно заметна разница при езде сидя. В комплекте отдельно идут 62-е пружины, я бы очень хотел покатать на Лунтике с ними. Но снова все упирается в сервис. С другой стороны, Батон у меня уже видавшие виды, демпфер пробитый, подвеска издает разные всякие звуки, а на Лунтике тишина и покой, и это кайф. Садиться на Лунтик удобнее, колесо выше, мне не надо в него плюхаться, как на Батоне, но с другой стороны, лично мне не нравится такая высокая посадка. Хотя уверен, что большинству наоборот больше понравится посадка на Лунтике, а на Батоне им понадобится отдельное высокое седло. Но если я сижу ниже, то острее чувствую скорость, и падать, кстати, тоже ниже, что актуально зимой. По настройкам и приложениям, даже не знаю, наверное, надо будет еще видео записать. Я просто замерз и совсем забыл проверить, как там себя чувствовали батарейки. Опять же, клапаны для спуска давления амортизаторов. В общем, ждите следующих серий про Лунтик. В лесу, да, даже не знаю, что и рассказать, навалить-то не получилось. Да, местами я разгонялся до 45 км в час, но это на относительно ровной прямой. Скорость в лесу ощущается примерно так же, как на Батоне, то есть ее не замечаешь. На небольших прыжках, на кочках Лунтик, возможно, мне показался чуточку стабильнее, хотя тут дело может быть как в резине, так и в более жестком амортизаторе. Отличия в целом не настолько значительны, чтобы заострять на них внимание. Подвеска даже по зиме работает шикарно, это хорошо видно на видео. Проехался через овраги и тоже не заметил разницу. На одной и той же горке забуксовал и Батон, и Лунтик, а вот на последнем овраге я не распознал в сумерках присыпанную снегом замерзшую колею от велосипеда, влетев в нее, испугался и не смог справиться с колесом. В итоге навернулся. Все живы, но экспериментировать после этого совсем расхотелось. Кстати, заглушку портозарядки при падении сразу же выскочила. Погода и лес в целом не располагали меня к гонкам, было просто по кайфу проехаться, полюбоваться снегом, и торопиться совсем никуда не хотелось. И Лунтик с этой задачей уж точно справился на 5. По удобству колеса управлять выдвижной ручкой терпимо, но ручка подсадра, как у Бигоди, мне нравится все же больше. Передние и задние ручки здесь все как на Батоне, это супер удобно.
Это и дополнительный контроль при езде и сидя, и легко за них переставить колесо. Если же колесо надо куда-то закинуть повыше, то беремся за перемычку задней подставки или за педали. В плане манипуляции и удобства из тяжелых колес Pattern лунтик лучше. Фара в лесу — это огромный плюс. У нее широкий угол, нет проблем в горку, с горки, повороты, чувствуешь себя максимально уверенно. Но, конечно, это пока никто тебе не движется навстречу. Ослепляет такая фара в лесу просто ужасно. Еще один неожиданный вопрос: есть ли смысл в S22 Pro после появления лунтика? Для меня точно нет. Просто потому, что обслуживание S22 Pro ни в какое сравнение, и никакая разница в цене и работе алгоритмов это не покроет. Кроме того, очевиден огромный разрыв тяги. Хотя именно для езды по лесу мне очень понравилась прошка, я много накатал на ней по лесам и нашел массу плюсов. В городском же режиме у S22 Pro плюс найти мне очень сложно. Возможно, их нет вовсе. С Bigodi и Extreme Bull сравнить не могу, просто потому что не ездил. X30 прошуршал мимо меня. Год назад я немного ездил на мастер, но те ощущения уже стерлись. А Commander Mini и Commander Pro я вообще в глаза не видел. Даже к нам еще не доехала V14. С другими колесами InMotion сравнивать смысла не вижу. К нам приехал Bigodi Extreme, на нем мы уже успели покататься и записали отзывы. Надеюсь, что видео тоже скоро выйдет. А пока у меня все. Пишите свои вопросы и пожелания по лунтику в комментариях. Удачи на дорогах. Ой, что это? Подушка. Ой, похоже на то. Вот какие подушки, оказывается, упорные.